Наша позиция в отношении оценки происходящего в мире, она, в принципе, совпадает с теми формулировками, которые используются в докладе: волатильность, импульсивность международной жизни. Мы давно говорим, что мир переживает глубокие трансформации, перераспределяется глобальный баланс сил, и нет сомнений, что основным содержанием современной эпохи является объективный процесс формирования более демократичного, многополярного мироустройства. Процесс непростой, длительный, и это, наверное, будет занимать целую эпоху. Пока что мы видим, что подъем новых центров экономического роста, финансовой мощи, политического влияния и искреннее стремление этих новых центров роста и влияния в мире наладить взаимовыгодные равноправные отношения со всеми остальными наталкивается на сопротивление. Сопротивление исходит из группы западных государств, которые не готовы, не привыкли делиться своим привилегированным положением в международной иерархии. И это противостояние, по-моему, и обусловливает описываемое в докладе состояние турбулентности и неопределенности. Я уже сказал, что борьба старого и нового займет, судя по всему, целую эпоху историческую. Примета текущего момента в том, что максимально эгоистическое поведение лидеров отдельных государств все больше и больше влияет на реальные события на международной арене. Пример: на раннем этапе пандемии одна хорошо известная, очень богатая, хорошо вооруженная страна либо перекупала, либо в административном порядке перенаправляла к себе предназначавшиеся другим грузы со средствами защиты от коронавируса. Ну и, конечно, таких примеров немало, и в целом нас не может все это радовать. Не может радовать, что утрачивается культура диалога, культура компромисса, в целом умение слушать собеседников. И зачастую превалирует желание обвинять, выдвигать ультиматумы, требовать. Как раз сегодня нам кажется, как никогда актуально постараться вернуться к истокам, к азам дипломатии, к кропотливому, длительному, порой не очень благодарному, но в итоге дающему результат поиску точек соприкосновения, поиску компромиссов, согласованию позиций. Мы к такой работе готовы вести ее со всеми партнерами без исключения. Мы были удовлетворены тем, что увидели в докладе прогноз, пусть он и утопический, как Федор Александрович сказал, прогноз о том, что в 2045 году ООН благополучно отпразднует свой столетний вековой юбилей. Несмотря на критику, часто вполне обоснованную, свою базовую миссию ООН, конечно же, выполняет. Именно благодаря ООН мир уберегся от катастрофического конфликта между великими державами. И, конечно же, при всех ее очевидных недостатках, ничто, сотворенное руками человека, и тем более и умами людей, несовершенно, несмотря на очевидные недостатки, альтернативы ООН мы сегодня не видим. И по нашему убеждению, оноцентричная архитектура, которая была создана по итогам Второй мировой войны, сохраняет большой запас прочности и сохраняет нераскрытый созидательный потенциал. Прежде всего в том, что касается поддержания глобального равновесия между ведущими мировыми игроками. Для нас также очевидно, что интересам всего мирового сообщества отвечает приверженность основополагающим принципам международного права, которые закреплены в уставе ООН. И да, правильно отмечается многими, что случаются и довольно часто нарушения этих принципов международного права. Но мы же не отказываемся от правил дорожного движения только потому, что случаются аварии, причем случаются регулярно. По-моему, востребовано несколько иное, а именно добиваться неукоснительности, строгости в соблюдении всеми странами тех самых принципов и норм международного права, их обязательств по международным конвенциям, и не позволить размыть международное право или подменить его теми самыми правилами, на
на которых наши западные партнеры предлагают строить новый миропорядок, избегая даже вот чисто терминологически употреблять словосочетание уважения международного права. Таких примеров множество, и мы видим, как эти правила, я об этом много раз подробно говорил, разрабатываются в узком кругу так называемых единомышленников без учета мнения всего международного сообщества и игнорируя универсальные международно-правовые нормы, закрепленные и в Уставе ООН, в многочисленных универсальных конвенциях и закрепленные в уставных документах специализированных учреждений. И, наверное, так же, как и правила дорожного движения, международное право написано кровью. Мы это все хорошо знаем, в том числе кровью тех, кто сражался на полях Второй мировой войны, кто победил в борьбе с фашизмом. Но от этого, наверное, оно не становится менее значимым, наоборот. И мне кажется, что те, кто не соблюдает международное право, очень многим рискуют. Вспомню известное, а может быть не очень известное высказывание Дмитрия Ивановича Менделеева, который не только писал таблицу элементов и не только составлял по слухам рецепт популярных напитков, но и занимался философией. Он говорил о пользе ненасильственного поступательного развития. У него есть работа, которая опубликована в 1905 году, где он написал, я цитирую: «Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным». Вроде бы банальная истина, но, по-моему, она как никогда в нынешней международной обстановке актуальна. И во всех смыслах, видимо, главное для политиков оставаться на позициях реализма. Мир становится все более многообразным, конкурентным. С этим тезисом трудно не согласиться. Мир не может управляться из какого-то одного центра. И вот по иронии судьбы, об этом уже Федор Александрович сказал, показателем равенства стран перед лицом общей беды стала пандемия коронавируса. Она показала достаточно неожиданно, что люди в тех странах, которые считают себя маяками свободного мира, маяками демократии, не менее уязвимы от напасти, чем все остальные. И, наверное, можно рассчитывать, что будут сделаны правильные выводы из этого так называемого открытия, обрушившегося на нас и на Западе, и в развивающемся мире, да и у нас тоже в Российской Федерации. Мы никому ничего не будем навязывать, стараемся обратить этот медицинский вызов, если можно так выразиться, возможность для налаживания конструктивного взаимодействия. И не только в борьбе с болезнью. Мы признательны за те положительные отклики, которые поступают на наши предложения и по вакцине, и по лекарствам от коронавируса. От большого числа иностранных государств, десятки государств откликаются. И думаю, что это такой хороший пример того, что даже в самых тяжелых условиях есть смысл работать на объединение, а не на разобщение усилий и не пытаться отдаваться искушению воспользоваться текущими проблемами для получения односторонних преимуществ. Нынешний год – год 75-летия Великой Победы, год основания ООН. И по нашему глубокому убеждению, сегодня, как никогда за последние десятилетия, от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля. И первыми, конечно же, эти качества, по нашему мнению, должны проявить лидеры 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности. Вы все знаете об инициативе президента Путина о проведении очного саммита между лидерами пятерки. И мы рассчитываем, что как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая проект, элементы возможных итоговых договоренностей. Еще один момент, на котором кратко хочу остановиться, это охрана окружающей среды, адаптация к изменениям климата. Об этом тоже подробно говорится в докладе, и я думаю, что это абсолютно оправдано. Экологические и климатические проблемы
сегодня, по большому счету, не менее важны, чем экономические и политические, поскольку речь идет о среде обитания человечества. Земля – наш общий дом, и в эпоху глобализации и взаимосвязанности это проявляется предельно ярко. Мы считаем важным подходить к этому комплексу задач с неполитизированных позиций, не превращать зеленую повестку в очередное поле противостояния, взаимных обвинений, нечистоплотной конкуренции, а делать эту повестку сближающей страны и народа, не превращать ее ни в самоцель, ни в повод для наживы корпораций, которые часто используют, так сказать, экологический идеализм масс в целях, которые далеки от охраны природы. Ну и в заключение скажу еще раз, что было весьма интересно ознакомиться с тем, как лидеры Валдая видят ситуацию в мире, видят сценарии ее дальнейшего развития. Как сказал Федор Александрович, специально авторы доклада не жалели красок, как говорится, и тем самым, наверное, стремились помочь и себе, и читателям преодолевать инерцию мышления. Конечно, это необходимые условия, даже не просто успеха, а обычной, нормальной человеческой жизнедеятельности. Ну и посмотрев еще раз на название «Утопии многообразного мира», вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что Муму – это утопический сценарий, а вот Дед Мазай и Зайцы, он антиутопический. И, наверное, в каждой шутке есть доля шутки, и мы точно хотим выбрать антиутопическую перспективу, которая нам гораздо ближе. Но, правда, к сожалению, у человечества нет Дедов Мазаев. И, как говорится в еще одной пословице, дело спасения утопающих – дело самих утопающих. Мы готовы со всеми другими утопающими тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки.